Вы стоите на своей кухне, разбиваете яйцо о край сковороды и вдруг чувствуете на себе этот взгляд пристальный, золотистый, почти гипнотический. Ваша кошка сидит у ваших ног, не сводя глаз с тягучей янтарной жидкости. В этот момент большинство владельцев совершают одну из двух фатальных ошибок. Они либо дают кошке сырой продукт, считая это природным даром, либо полностью отказывают ей в нем, полагая, что кошкам нельзя человеческую еду. Правда, скрытая за тысячелетиями эволюции, заключается в том, что ваша кошка — это биологический шедевр в костюме из меха, чей организм настроен на получение самого качественного топлива на планете. В ее сознании вы не хозяин и не владелец. Исследования показывают, что кошки не разработали отдельного языка для людей. Для нее вы просто очень большая, на удивление неуклюжая, но бесконечно любимая кошка — лидер ее колонии. И как старший сородич, вы обязаны знать, что обычное куриное яйцо — это, возможно, самый дешевый и мощный инструмент долголетия, который когда-либо стоял у вас на кухонной полке. Сегодня мы разберем, почему 97% владельцев неправильно понимают роль яиц в рационе, как одна молекула в сыром белке может незаметно разрушить кожу вашей кошки и почему яйцо. Это золотой стандарт белка, с которым не сравнится даже самый дорогой корм. Приготовьтесь, этот сценарий навсегда изменит то, как вы смотрите на завтрак своего маленького хищника. Часть 1. Тень дикого предка и биологический код. Чтобы понять, почему яйца так важны, мы должны заглянуть в прошлое вашего питомца. В дикой природе кошки — это не только охотники на грызунов, но и профессиональные разорители гнезд. Для пустынного хищника яйцо — это концентрированный пакет жизни, созданный природой для того, чтобы из него выросло целое живое существо. В нем есть все, от строительного материала для мышц до топлива для мозга. Когда вы даете кошке яйцо, вы не просто угощаете ее, вы активируете ее древний биологический код. Яйцо содержит все незаменимые аминокислоты, которые нужны кошке для восстановления мышц, поддержания иммунной защиты и регенерации шерсти. Это не просто еда, это биохимический ремонтный комплект. Если ваша кошка кажется вялой, ее шерсть потеряла блеск или она восстанавливается после болезни, яйцо может дать измеримые результаты уже через 2-3 недели. Но здесь кроется первая и самая опасная ловушка, в которую попадают любители натуральности. Часть 2. Ловушка сырого белка и кража витаминов. Вы можете подумать, в природе кошки не варят яйца, значит, я дам их сырыми. Это логично, но это биологическое заблуждение. В сыром яичном белке содержится вещество под названием авидин. Авидин — это настоящий вор в организме вашей кошки. Он блокирует усвоение биотина, витамина В7, который критически важен для здоровья кожи и блеска шерсти. Если вы кормите кошку сырыми яйцами регулярно, вы фактически запускаете процесс дефицита витаминов. Со временем это приводит к сухости кожи, выпадению шерсти и кожным проблемам, на диагностику которых владельцы тратят сотни долларов в кабинетах ветеринаров, не подозревая, что причина в полезном сыром завтраке. Решение простое и окончательное. Только вареные яйца. Термическая обработка полностью разрушает авидин, делая все питательные вещества яйца доступными для организма вашего питомца. Вареное яйцо — это безопасность, сырое — это риск. Часть 3. Желток топлива для мозга и щит для шерсти. Если белок — это строительный материал, то желток — это высокотехнологичная лаборатория здоровья. Желток богат биотином, витамином D, холином и полезными жирами. Холин напрямую поддерживает работу мозга и нервной системы, что особенно важно для пожилых кошек, сталкивающихся с когнитивным снижением. Витамин D и жиры поддерживают защитный барьер кожи и гормональный баланс. Многие владельцы боятся жира в желтке, но для облигатного хищника жир — это основной источник энергии. Однако здесь вступает в силу закон меры. Кошка — маленькое существо с деликатным обменом веществ. Избыток яиц в рационе может привести к набору веса и нарушению пищевого баланса. Оптимальная доза для кошки среднего размера — половина куриного яйца
2-3 раза в неделю. Если у вас дома живет привереда, которая отказывается от яиц целиком, попробуйте перепелиные яйца. Одно перепелиное яйцо — это идеальная порция, которую не нужно делить. Оно выглядит как маленькая добыча, и многие кошки справляются с ним с гораздо большим энтузиазмом. Часть 4. Яйца против дорогого корма. Битва биодоступности. Вы тратите тысячи на корма с надписью «премиум», надеясь, что там есть все необходимое. Но 99% владельцев не знают, что такое биодоступность. Это показатель того, сколько питательных веществ организм реально может извлечь и усвоить из пищи. Промышленные корма часто содержат наполнители — кукурузу, пшеницу или сою. Организм кошки, созданный для мяса, с трудом перерабатывает эти растительные белки. В то же время вареное яйцо обладает практически стопроцентной биодоступностью. Это означает, что почти каждая молекула белка из яйца пойдет в дело на строительство клеток, укрепление сердца и блеск глаз. Игнорировать яйца как добавку к рациону значит лишать кошку самого доступного и полноценного питания в мире. Яйцо стоит копейки, но оно закрывает те пробелы в питании, которые не всегда могут восполнить даже самые дорогие гранулы. Часть 5. Когда яйцо — это лекарство. Если ваша кошка внезапно перестала проявлять интерес к еде, похудела или выглядит уставшей, яйцо может стать ее спасением. Ветеринары называют яйца идеальным продуктом для кошек в период восстановления после болезней или операций. Почему? Потому что оно не требует долгого жевания, если его измельчить и легко усваивается, не перегружая пищеварительную систему, которая и так работает на пределе. Слегка взбитое вареное яйцо, добавленное поверх привычного корма, может стимулировать аппетит даже у самых капризных питомцев. Это мягкое питание, которое согревает и питает тело изнутри. Часть 6. Психология избалованной кошки и яичный ритуал. Давайте поговорим о поведении. Возможно, ваша кошка — самое избалованное существо в доме. Она орет, если вы сдвинули миску на полметра, или требует свежей еды каждые 20 минут. Это не просто капризы, это сигналы того, что вы создали мир, который подстраивается под нее, снижая ее порог терпимости. Вы можете использовать яйца, чтобы изменить этот баланс. Вместо того, чтобы поддаваться на ночной шантаж или уговоры у миски, сделайте кормление яйцом наградой за правильное поведение. Ваша кошка пришла на зов, дайте ей кусочек вареного яйца. Она использовала когтеточку вместо дивана, наградите ее белком. Время здесь критично. Награда должна поступить в течение 3 секунд, чтобы мозг выделил дофамин и закрепил связь. Яйцо — это высокоценное лакомство, ради которого кошка готова сотрудничать. Так вы превращаете избалованность в глубокую, двустороннюю связь, основанную на предсказуемости и доверии. Часть 7. Скрытые угрозы: лук, чеснок и вкус со стола. Многие владельцы, желая поделиться завтраком, дают кошке омлет со своей тарелки. И это ошибка номер 12 в нашем списке. Ваш омлет может содержать соль, специи, масло и, что самое опасное, чеснок или лук. Чеснок для кошек токсичен даже в малых количествах. Он разрушает красные кровяные тельца и может вызвать анемию. Для вас это приправа, для нее яд. Если вы хотите дать кошке яйцо, оно должно быть сварено отдельно, в чистой воде, без единой крупинки соли. Помните, кошки не чувствуют сладкого вкуса, они ориентируются на запах и текстуру. Яйцо для нее — это прежде всего запах белка и жира, а не вкусняшка в человеческом понимании. Уважайте ее биологию, готовя для нее просто и чисто. Часть 8. Магия голоса и дистанционное поглаживание. Знаете ли вы, что ваша кошка слышит частоты до 64,0 Гц? Это в 3 раза больше вашего. Когда вы зовете ее есть яйцо, она слышит не просто слова, она считывает ваше состояние по обертонам голоса. Ваш голос для нее — это маркер безопасности. Если вы говорите с ней мягко и высоко, ее тело автоматически расслабляется. Это дистанционное поглаживание, которое снижает уровень стресса без физического вторжения в ее пространство. Разговаривайте с ней, когда предлагаете полезное лакомство. Она не поймет значения слов,
Это полезное яйцо, но она поймет, мой человек спокоен, он дает мне ценный ресурс, мир в порядке. Часть 9. 17 ошибок, которые нужно прекратить сегодня. Кормление яйцами– это часть большой картины. Если вы совершаете другие ошибки, например, кормите кошку только сухим кормом или игнорируете гидратацию, польза от яиц будет. Нивелировано. Кошки-выходцы из пустыни, они хронически обезвожены. Сухой корм лишает их влаги, нагружая почки. Почки– это биологические часы кошки, самый хрупкий механизм в ее теле. Совет. Если ваша кошка любит яйца, попробуйте иногда подмешивать измельченное вареное яйцо в куриный бульон, домашний, без соли. Это создаст суперувлажняющий напиток, который промоет ее мочевыделительную систему и одновременно напитает организм белком. Это акт любви, замаскированный под питание. Часть 10. Инструкция для ответственного сородича. Ваша кошка не может зайти в интернет и прочитать о вреде авидина в сыром белке. Она не может сама сварить себе яйцо. Она полностью доверяет вам свою жизнь, свое здоровье и свою старость. Ваш план действий на сегодня. 1. Сварите одно яйцо вкрутую или 2 перепелиных. 2. Полностью остудите его. Никогда не давайте горячую еду, это травмирует слизистую. 3. Очистите от скорлупы и мелко нарежьте. Сы. Предложите половину, если это куриное яйцо, или целое, если перепелиное в качестве. Отдельного лакомства. Или добавки к корму. 5. Наблюдайте. Посмотрите, как она ест. Это момент истины, когда хищник встречается с идеальным топливом. Берегите своего маленького сородича. Помните, что для вас кошка– это лишь часть жизни, но для нее вы и есть вся ее жизнь. Ваша забота– это ее единственный шанс на долгую и счастливую жизнь рядом с вами. Выбраны вами. Посмотрите на свою кошку прямо сейчас. Возможно, она прямо сейчас медленно закрывает глаза, глядя на вас. Это кошачий поцелуй, сигнал высшего доверия и любви на языке, который не требует перевода. Она верит, что вы знаете, что для нее лучше. Вы ее щит против болезни и времени. Вы ее солнце. И теперь, когда вы знаете правду о яйцах, вы на один шаг ближе к тому, чтобы стать для нее тем самым идеальным, предсказуемым и мудрым лидером, которого она заслуживает. Напишите в комментариях, как ваша кошка относится к яйцам. Пробовали ли вы перепелиные или остаетесь верны классике? Давайте вместе учиться понимать этот великий молчаливый язык кошачьей любви. Потому что в конечном итоге ваш голос– это ее музыка, ваше присутствие– это ее безопасность, а ваша осознанная забота– это ее единственный шанс встретить мудрую и здоровую старость.